Всем привет! Давно я не радовал вас новостями из стана приватных серверов WoW Classic. Что по новинкам, какие интересные проекты на горизонте. И вот, кажись, появилось кое-что интересное. Если вы следите за новостями работы ванильных команд, то наверняка помните, последний более-менее серьезный релиз фреш-сервера был чуть больше полугода назад у чешского проекта TwinStar. Кронос 4 открылся 29 октября прошлого года, и данный факт ожидался многообещающим событием. Ребята планировали хайпануть на фоне закрывающейся классики от Blizzard. Момент был действительно удачный. На оффе завершалась финальная фаза с Наксрамосом, и игроки готовились к БК. Среди классических пираток конкурентов как таковых не было. По моим данным, никто релизить новые миры не собирался. Дарушир, в то время достаточно популярный сервер, имевший в пике 4000 онлайна, уже потихоньку загибался. Ну а сам Кронос 4 выходил с поправочкой на прошлые недочеты ванилы от Близов, с ограничением World Buff, бустинга и прочего. Была надежда, что сервак соберет хотя бы 1005 на старте. И знаете что, у него правда были все шансы, если бы не произошла максимально неприятная для чехов ситуация. В середине октября, как раз перед датой релиза Кроноса 4, Blizzard объявляют о начале бета-теста сезона мастерства WoW Classic. То есть очередной перевыпуск ванилы с такими же условиями, без World Buff'ов и бустинга. Ну а в ноябре уже запускают сервера. Не знаю, что почувствовали в этот момент TwinStar, но думаю, что сильно огорчились. Кронос, как и ожидалось, не хайпанул. И с тех пор прошло уже 7 месяцев, а никто из существующих крупных классических проектов так и не рискнул запустить фреш-сервер. Единственное, что было замечено за этот период, это в январе такой небольшой скачок онлайна на Ваниле Плюс, который в феврале так же быстро упал, как и поднялся. Но вот буквально 4 дня назад в мое поле зрения попала занимательная информация, с которой я сегодня с вами поделюсь. И это определенно должно понравиться фанатам ванилы. Но сначала коротенькое объявление. 25 мая 2002 года в 19:00 по Москве на игровом мире WoW Circle Cataclysm X100 в рамках открытия патча 4.3 «Время сумерек» перед игроками откроются ворота рейда «Душа дракона» в обычном режиме. Помимо нового рейда, обновление принесет с собой переработанную ярмарку новолуния, эпохальные подземелья, легендарную цепочку заданий на предмет «Клыки Отца». А также игроков ожидают новехонькие комплекты брони для рейдов и ПВП. Вместе с драконьими аспектами помогите Тралу высвободить силу легендарного артефакта «Душа дракона» и положить конец безумию Смертокрыла раз и навсегда. Ждем тебя, героя Азерота, на новом мире WoW Circle 434 X100 25 мая 2022 года в 19:00 по Москве. Ссылка на регистрацию в описании. Итак, до выхода серверов ванила от Близов мы с вами помним крупнейший сервер WoW Classic Lighthop, который на момент существования имел невероятные для пиратки версии 1.12 онлайн, и который также обещал закрыться, как только Blizzard реализует свои классические сервера. Собственно, обещание они свое сдержали, сервер действительно закрылся незадолго до релиза Оффы, даже написали в Дискорде довольно пафосное прощальное письмо, мол, мы свою миссию выполнили, а теперь пришло время Blizzard доказать, что мы были правы. У меня где-то в группе ВКонтакте лежит этот пост с тех времен. Почему это выглядит забавно? Потому что идеи привлечь к классике внимание все-таки принадлежали команде Nostalrius, которых на тот момент в составе Lighthop уже не было. Ребятки унаследовали от Носта ядро, базу игроков и просто выехали на их популярности. Но никак не на качестве. А если вспомнить, как в руки старшего администратора Lighthop White Kidney попали все наработки сервера, то тут вообще тушите свет. Кому интересно, смотрите у меня на канале историю, как была украдена база данных у тогдашнего наследника Носта проекта Elysium. Да, обещание они свое сдержали. Перед релизом классики от Blizzard сервер закрыли, показав, что Lighthop работал отнюдь не ради денег, а ради светлой идеи возрождения ванилы. Но спустя какое-то время, поняв, какую кормушку потеряли, решили восстановить проект, мотивировав это тем, что классика от Близов вышла какая-то не такая. Не то, что они ожидали. По их мнению, Blizzard наплевали на принципе комьюнити и превратили WoW Classic в какое-то жалкое подобие той игры, какую мы все хорошо запомнили. И в феврале прошлого года анонсировалось открытие проекта Hijal от вроде бы старой команды Lighthop. Старший на проекте был уже не White Kidney, но в команде он так или иначе присутствовал.
Однако, спустя какое-то время проект покинул, написав агрессивный пост в духе, что команда Хиджала рукожопы, работать не умеет и вообще ему с ними не по пути. Не берусь судить, так это было или нет. Сами думаете, достаточно ли профессиональны были разработчики, если спустя пару месяцев работы Хиджал объявляет о неполадках на сервере и закрывает его на неопределенный срок. Неполадки были объявлены якобы по причине пожара в дата-центре, из-за которого сгорели сервера с базой данных игроков. Всего поработать он успел около месяца. Какое-то время Хиджал пытались восстановить, но впоследствии плюнули на это дело и объявили о закрытии проекта. На помощь пришла, кстати, наша знакомая Черепаха, объявив, что Turtle WoW готов принять всех игроков, кто желает продолжить играть с момента завершения прогресса на Хиджале, что, собственно, послужило небольшим ростом онлайна на тогдашнем небольшом сервере. Бывшие лайтхоповцы канули в небытие, и с тех пор я про них ничего не слышал. И вот, как я уже говорил ранее, 4 дня назад на Reddit в одном из обсуждений касаемо возможного выхода фреш-сервера Ванилы я обнаружил скрин поста. Кого бы вы думали? White Kidney. Знаменитый и в то же время скандальный администратор Лайтхопа решил тряхнуть стариной. В своем посте он пояснил, что ситуация с нынешним состоянием приватных проектов довольно грустная. И кому, как не ему, этим заняться. White Kidney объявил о скором открытии фреш-сервера, и на этот раз он сам будет контролировать проект. Да, он понимает, что репутация у него не самая топовая. На крупнейшем сабреддите WoW Servers его знают как Золотого Барона. Я так понял, тут имеется в виду крупного голдселлера. Ну, ему как бы пох на то, что говорят недалекие люди, и с точки зрения здравого смысла это самое лучшее решение. Я соглашусь, что White Kidney был замешан во множестве мутных делах. Ну, у меня нет фактов, чтобы это опровергнуть, так же как нет аргументов это подтвердить. Но одно я могу сказать точно: этот дядя реальный профессионал своего дела. Если он возьмется за проект, то он выстрелит, это по-любому. White Kidney имеет большой опыт поддержки пиратских серверов, у него достаточно контактов, чтобы собрать хорошую команду, а самое главное, его многие знают и помнят как бывшего админа Лайтхопа, а значит вопросов с промоутов тоже не возникает. По сути, поднять пиратку 1.12 не составляет большого труда. Ядро носта в открытом доступе, сервера спокойно арендуются, единственная проблема — привлечь аудиторию. Если ты умеешь работать, то тебе все дороги открыты. Я помню историю, как White Kidney помогал другим проектам поднимать сервера, когда они тонули в дедосах, висели в лагах. Возможно, он сам способствовал этим проблемам, а может и реально налаживал работу неопытных админов, все может быть. Так что я думаю, в ближайшее время мы с вами увидим тизер нового проекта, и скорее всего даже под старым тегом Лайтхопа. Почему нет? Судя под восторженными комментами, сопровождающими его пост, наследника Насталриуса ждут многие, и с удовольствием пошли бы на него играть. Спустя где-то сутки после анонса разработки в Discord White Kidney потекли люди, и вот сегодня даже ночью прошло крупное обсуждение деталей проекта, о котором я после расскажу. Но это еще не все. У меня для вас вторая хорошая новость, которая должна порадовать фанатов классики. Алекс Сенсуал, крупнейший блогер Ванилы, возвращается. Мне неизвестно, по каким причинам он удалил свой канал на Ютубе. Как он сам пояснил, это было связано с какими-то личными проблемами в реале. По всей видимости, это была попытка сжечь мосты и навсегда уйти из World of Warcraft. Могу по себе сказать, что это сделать не так-то просто. Сам несколько раз пытался, как и те с вами. Если кто не в теме, кто это такой, Алекс реально легенда в Classic, человек, записавший огромное количество подкастов с крупнейшими блогерами и стримерами. Я даже помню, как Османгол с восторгом рассказывал одну байку, как Алекс своим 17-м хантом в Ашенвале убил 30-го друида. И вот он снова в строю и более того, собирается поддерживать сервер от White Kidney. В своем первом подкасте Алекс Сенсуал поделился мыслями о прошедшей классике, о том, как Blizzard изменили ее до неузнаваемости, и резюмировал тем, что настоящая ванила может быть только на приватном сервере. Да, как мне показалось, у него тоже есть какие-то негативные мысли относительно прошлых заслуг будущего админа, но, как он подчеркнул, что если выбирать между близовской классикой и White Kidney, то он выбирает White Kidney. А в своем втором видео он вспомнил Дроушир, который набрал 4 онлайна практически без медиаподдержки. Тогда же как новый фреш по-любому должен набрать больше. С такой мощной поддержкой, как от него и от других блогеров, которые уже начали присматриваться к идее создания нового сервера,
Я уверен, что проект хайпанет и запустит новый виток популярности WoW Classic. А я, конечно, буду внимательно следить за развитием этой истории и делиться подробностями с вами. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Буду благодарен за лайк под видео и всего хорошего. Увидимся.